В семье, где были две девочки и родители, жили дружно. И собака у них была Бакс. Он очень любил свою семью. Как-то в один из пасмурных осенних дней пришел взволнованный отец с работы и принес нечто совершенно непонятное. Птенец чуть больше ладони, был еще маленьким вороненком. Он лежал на дороге, и оставить на верную смерть вороненка отец не смог. Так Карлуша оказался у них дома. Потихоньку птенец подрастал и становился красивой птицей. Стал есть сам и подражать всем тем, с кем общался. Он был очень общительный парень и семью свою очень любил. Он был неотъемлемой ее частью. Так продолжалось пару лет, пока одна из дочек не притащила с улиц котенка, почти умирающего от голода. Один глаз практически полностью заплыл, а через черную шерстку прощупывались ребра. И его тоже оставить на погибель не смогли, снова пришлось всем семейством выхаживать беднягу. Слабому малыша понадобилось немало времени, чтобы восстановиться. Даже есть сил у него не было, приходилось шприцем заливать ему молока. Ворон воспринял пополнение с удивлением. Часто присаживался с малышом и отчетливо ему что-то рассказывал. А недавно растерянные члены семьи не нашли котенка на привычном месте, обыскали все комнаты и только спустя время увидели его в клетке Карлуши. Спал он исключительно только с ним. Совсем скоро он подпрыгивал, подражая Карлуше по всей квартире. Более странную дружбу сложно было даже представить. Мама всегда с улыбкой наблюдала за ними. Время шло быстро, Черныш превратился в кота и сравнялся цветом с Карлушей. Их объединил тот самый оттенок, который называют цветом вороного крыла, глубокий черный с таинственными переливами. Когда они сидели рядом, сложно было отличить, где кот, а где птица. Годы не разлучали их. Они по-прежнему оставались близкими друзьями. Наблюдали за прохожими, сидя на окне, ели из одной миски, спали рядышком. Поначалу Бакс прятался от них, эта парочка доставала их. Потом привык, перестал реагировать и даже иногда с ними играл. Даже мама мило их ругала, что выбросит их на улицу, а троица виновато пряталась по углам. Так разыгравшись, кот сбросил со стола вазу, и та разлетелась вдребезги. Перепуганный кот убежал вниз, услышав, как ругается хозяйка. Когда мама прибежала, то застала необычную картину. Огромный котяра пытался спрятаться за спиной ворона, а тот, широко раскрыв крылья, прикрывал друга и при этом отчаянно шипел. Взъерошенная птица настроена была решительно. Всем давала понять, что друга в беду не даст. Такая дружба стала достоянием соцсетей. Подросшие девчонки постоянно выкладывали и постили фото и видео со своими любимцами. 10 долгих лет все было хорошо. Вороны птицы-долгожители, а вот жизнь Черныша оказалась гораздо короче, и когда Черныш заболел, доктор лишь пожал плечами. Сестрам к тому времени, уже учившимся в другом городе, решили пока ничего не говорить, присылали раньше сделанные фото. Карлуша ни на шаг не отходил от друга. Оба отказались от еды, витамины, уколы не помогали. С тоской люди понимали, что пришло время расставаться с любимцем. Но вряд ли кто-то знал, что все произойдет именно так. Просто однажды утром их обнаружили прижавшимся друг к другу, но в этом мире никого их них уже не было. Долгожитель, имевший возможность прожить еще, отказался от этого. Он не хотел жить на земле без друга. Пес, покинувший семью еще ранее, теперь еще эти двое. В семье воцарилась печаль, мама никак не могла смириться с такой потерей. Приехавшие на каникулы сестры горько плакали, узнав о случившемся. Всем казалось, что это просто дурной сон. Каждый день семья натыкалась то на игрушку, то на пустую клетку, и это было очень тяжело. Мама постоянно хандрила, стала жаловаться на боль в груди. Отец, переживая вместе с ней, постоянно встречал ее с работы. Они шли не спеша, и осознавать, что дома пусто, было невыносимо. Хорошо, что хоть они были друг у друга. В тот вечер было особенно холодно. Уже походя к своему подъезду, люди заметили что-то странное на асфальте, серое пятно еле заметно шевелилось, только потому на него и обратила внимание мама. Осторожно подойдя ближе, люди застыли в изумлении. Перед ними сидел крошечный, грязный котенок, а рядом с ним птенец, оказавшийся потом попугаем. Казалось, все повторяется: купание, выхаживание еле живых. Мама взяла на работе отпуск, чтобы быть постоянно рядом. Она, не переставая, твердила, что это Черныш с Карлушей таким образом вернулись к ним. Как иначе можно объяснить такое совпадение? И теперь вновь раненые души ожили, и в доме появилось счастье.